Предприниматель — это как жулик, вор, украл все. Один черт тебя призовут, мобилизует. Мы живем в цифровой тюрьме, ходим как петрушки. Канал номер 1 про деловых бизнеса русичей и про гроши и мани. Всем привет! На канале номер 1 про бизнес и деньги новости. Неделя выдалась тревожной. Я не буду останавливаться на том, что было в Белгороде и так далее, вы сами все знаете, а мы будем разбирать экономические новости о том, как вам не остаться без штанов. Поехали! Госдума приняла закон об изъятии загранпаспортов у россиян. Давайте разбираться, что это такое, потому что это очень интересный законопроект, кстати, который уже в 3 чтениях принят. Итак, первое. Если гражданин получает повестку в течение 5 дней, он должен передать на хранение свой загранпаспорт в миграционный отдел МВД. Второе. Если гражданин заключит трудовой договор с организацией, где предусмотрен доступ к сведениям особой важности, также загранпаспорт может быть изъят. Третье. Если у проверяющих возникнут сомнения в подлинности и действительности бланка паспорта, внутренний и загранпаспорт могут изъять. То есть внутренний — это российский паспорт, и загранпаспорт тоже могут изъять. А загранпаспорт имеет где-то треть населения России. Это те, кто когда-либо выезжал за границу или собирался выехать, но денег не было или по каким-то причинам не выезжал. В принципе, это меры, которые разворачивают, такую способность страны производить мобилизационные мероприятия. Такой законопроект — это обычное действие, которое правительство делает как мера по использованию населения, вот в условиях текущего времени. И такое уже было. Ведь после Второй мировой войны, например, выехать из села, если ты жил бы, например, на селе, не было никакой возможности. Паспортов у селян не было. То есть своеобразная форма крепостного права была, и чтобы выехать из села, нужно было там кучу каких-то разрешений специальных. Паспорта стали выдавать только там позднее время, то есть свобода передвижения там появилась и так далее. То есть мобилизационная экономика в Советском Союзе была как нельзя сильно представлена. И сейчас, когда страна переходит на мобилизационную экономику, эти элементы возвращаются. И, конечно же, это необычно для тех, кто никогда не встречался с этим, но обычно при текущей сегодняшней ситуации. Так что, друзья мои, очень много нам предстоит еще узнать нового, столкнуться с новыми этими проявлениями. Читайте историю. В истории это все уже описано. Как бы сказал Познер, такие времена. Яндекс — все. Наверное, вы слышали эту рекламу, да? Яндекс Такси, Яндекс Маркет, Яндекс то, Яндекс все. Так вот, Яндекс — все. Яндекс решили продать. Потому, конечно, я с сожалением констатирую, те, кто покупал акции Яндекс, вам, наверное, не повезло, как, собственно, и мне, ведь я тоже покупал акции Яндекс. Что произойдет с Яндексом, давайте разбирать подробнее. Итак, Яндекс — ведущий игрок цифровой инфраструктуры России. У Яндекса проблема. Основная часть бизнеса в России, головная компания, в Нидерландах, и вы знаете эти все трансграничные проблемы. И поэтому Яндексу срочно нужно что-то с этим делать, иначе его развитие и в России, и в мире, останавливается. Поэтому идут огромные пертурбации. И на этом поле возникают слухи и разные такие судачества. Возобновляется интерес к слиянию Тинькофф-банка и Яндекса. А кто владеет сейчас Тинькофф-банком? Правильно, Потанин. Так вот, есть идея у Потанина, Яндекс все-таки присоединить к Тинькофф-банку и сделать такой банковско-цифровой консорциум по мощности, наверное, который будет равен Сбербанку. И это очень интересно. Но чтобы сделать эту акцию, конечно же, нужно уговорить очень многих людей. Соответственно, возникает консорциум. Банк ВТБ, Вагит Аликперов, Владимир Потанин и еще ряд видных бизнесменов и политических деятелей объединились в так называемый консорциум, как сообщает Bloomberg, и готовят сделку. На этой неделе официальное подтверждение про участие в консорциуме сделал банк ВТБ, а значит, одна из ключевых госкорпораций России, участник сделки, это значит одобрено. 51% акций Яндекса оценивается сейчас в $7 миллиардов. И этому консорциуму предстоит найти эти $7,5 миллиардов. Надеюсь, эти деньги у них есть, потому что это бы действительно было бы решением для того, чтобы разморозить ситуацию. Яндекс очень значимый актив, очень значимая цифровая компания, и нам бы не помешало, чтобы
как бы вместе, вот где вот сейчас Wildberries царствует, там Озон, да, там Сбермаркет и так далее, вот на этом бы месте появился еще такой вот объединенный игрок Яндекс-Тинькофф. Я все-таки благожелательно отношусь к этому объединению, я хотел бы и приветствовал бы эту возможность сделать. Давайте пожелаем удачи, будем наблюдать за этим, я буду держать вас в курсе. Миллиард. Только взглянул, у меня что-то все всколыхнулось в груди. Итак, миллиардер Олег Дерипаска предложил импортозаместить слово «бизнесмен» на «деловой русич». Бизнесмен посоветовал предпринимателям переориентироваться на рынки Азии и Латинской Америки. Это окей. И посоветовал брать пример с купца Афанасия Никитина, которым одним из первых в 15 веке приехал в Индию. Дерипаска добавил, что сложнее всего русичам придется дома отбиваться от госкапитализма. Хочу обнять Олега Дерипаску. Тепло, которое веет от этой фразы, просто обожаю тебя, Олег. Вот, на самом деле, мне импонирует слово «деловой русич». Бизнесмен, предприниматель почти ругательное в России, понимаете, да? Предприниматель — это как жулик, бизнесмен — ну это вообще там, да? Вот, а олигарх — ну это все, там, это крупный предприниматель, это, ну, короче, вор, понимаете, украл все, понимаете, залоговые акционы, все, людей грабит и так далее. Все. А вот деловой русич. Русич деловой, где мой корабль? И вот я себя сейчас представляю в виде делового русича, такой сижу, я так с вами общаюсь и называю вас тоже уважаемые деловые русичи. Как вы себя чувствуете в эти непростые времена? А может, нам, стало быть, хватит тут разглагольствовать-то? Там пора параллельные импорты, пора всякое, там всякое разное. Давайте-ка объединимся и госкапитализму дадим отпор. Чем? Мы будем производительны и эффективны гораздо, и вся жизнь-то наша будет налаживаться, и все-то у нас будет хорошо, и солнце ясное взойдет. Как вам такое? В общем, если вам зашло, пишите мне в комментарии, тогда я скажу так. Это не канал номер один про бизнес и деньги, а это канал номер один про деловых бизнес-русичей и про гроши и мани. В общем, если зашло, давайте так, переименую канал. В общем, жду ваших комментариев, давайте, очень буду рад прочитать ваши отзывы. И пишите мне вопросы, на которые вы бы хотели от меня получить ответ. В Телеграме, да, в своем канале в Телеграме, кстати, ссылка на него будет здесь под этим видео, буду отвечать на эти вопросы каждую неделю. Поэтому пишите самые насущные ваши вопросы. Отвечу как на духу. От делового русича Игоря Владимировича Рыбакова. В России предложили ввести 6-дневную рабочую неделю. Вот так. Понятно, увеличение рабочей недели, по мнению авторов такой инициативы, да, позволит, первое, достигнуть технологического и промышленного прорыва. Ага. Второе, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов. Ага. Друзья мои, на фоне вот этой вот турбуленции, которая сейчас идет, конечно же, возникает огромный перечень вот этих вот хайп-инициатив. То есть некоторые группы людей пытаются привлечь внимание. Ну давайте так. Известно же, что подневольный труд или труд изнашивающий, он менее эффективен, чем труд добровольный и труд, скажем так, производительный. Если вы реально хотите достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет, да, и сократить зависимость от иностранных институтов, то надо не рабочий день удлинять или рабочую неделю, а надо организовывать эффективные рабочие места. Следует повышать производительность труда. Например, возможно, тебе интересно, производительность труда в компании Технониколь в начале была 2 миллиона рублей на человека в год. Сейчас производительность труда в компании Технониколь 15 миллионов рублей на человека в год. Мы можем платить достойную зарплату, а раньше просто не могли платить достойную зарплату, не могли купить нормальное оборудование и так далее. То есть мы все эти 30 лет увеличивали производительность труда. Это ключевой показатель, который был всегда и есть в компании Технониколь. Так вот, если ты хочешь хорошо зарабатывать, получать большие доходы, уверенно, устойчиво себя чувствовать в жизни и так далее, 10 июня я провожу закрытый Рыбаков бизнес-форум. Буду я, Оскар Хартман, Ирик Алаяров и еще сотня самых успешных предпринимателей. Мы поделимся нашими практическими наработками. Подчеркну, бизнес-форум закрытый. Рыбаков бизнес-форум — это закрытое сообщество, где мы делимся самыми крутыми практиками. Здесь будет
Ссылка на этот форум, регистрируйся, помогу тебе выйти из замешательства, научиться масштабировать бизнес, ну и заработать нормально денег. Это то, что тебе было нужно, то, что ты искал. Увидимся. Правительство не поддержало идею освободить часть предпринимателей от мобилизации. А ведь был такой законопроект, который предполагал отсрочки для индивидуальных предпринимателей, единственных участников ООО и глав крестьянско-фермерских хозяйств. Так вот, по мнению правительства, для отсрочек и так достаточно оснований. Например, отсрочку получают забронированные сотрудники предприятий, а также специалисты IT-компаний и так далее. Ну, есть такой небольшой вот список. Кстати, до сих пор в интернете предлагаются услуги забронировать вас вот на этих вот предприятиях или там оформить список редких профессий, IT-компаний и прочее. Вообще говоря, все, кто предлагает вот такие услуги, ну, они склоняют вас, в общем-то, к противоправным действиям, хочу вам это отметить особо. Немного статистики. За время частичной мобилизации были призваны больше 27 тысяч предпринимателей и 1300 чиновников. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Тревога в обществе нарастает. Переход экономики России на мобилизационные рейсы продолжается. Выяснилось, что в стране очень много вещей, которые страна не может произвести, не может закупить, и теперь остается только одно — как-то смочь это сделать. Поэтому в стране очень нужны предприниматели. И если их будут мобилизировать, кто же будет это все производить? В общем, ситуация, как всегда, запутанная. Давайте будем наблюдать за ситуацией, но я ратую за то, что бизнес и предприниматели, их должно быть больше. Бизнес, пожалуй, основной драйвер экономики страны. И очень важно сохранять сейчас устойчивость и увеличивать эту устойчивость. Поэтому предприниматель, будь готов. Один черт тебя призовут, мобилизуют на то, чтобы ты совершил невероятный трудовой подвиг. Надеюсь, трудовой. Власти США разрешили компании Neuralink Илона Маска проводить клинические испытания на людях по вживлению чипов в мозг. Окей, вот и приплыли. Берем дрель, сверливаем дырку, вставляем туда чип и конопатим чем-то. Все. Вот примерно так мне привиделось, а вам? В компании хотят помочь людям с параличом или травматическим повреждением мозга общаться и управлять компьютером, используя только силу мысли. То есть, оказывается, это подается как способ вернуть к условной человеческой жизни, например, парализованных людей или тех, у которых там двигательная функция нарушена и так далее. Здесь происходит какое-то вот понимание, что это такое медицинская тема. Но я знаю, что именно вот с таких вот вещей начинаются вот это все окна овертона. То есть сперва делается, окей, приемлемым как-то, привычным, да, то, что вот мы совершаем такие медицинские манипуляции, а потом эти манипуляции распространяются уже и на просто людей, а потом это сделается стандартом. И тогда цифровое общество становится не просто реальностью, а мы живем в цифровой тюрьме. Нам от рождения сразу будет головку просверлили, чип вставили и так далее, и мы ходим как петрушки. В общем, компания уже успешно вживила чип в мозг обезьяны. В интернете есть даже ролик, где видна обезьяна, которая сидит перед компьютером и набирает текст на виртуальной клавиатуре, не прикасаясь к устройству. Как объясняет Маск, мартышка печатает силой мысли благодаря чипу. Друзья мои, я вам так скажу, я категорически отношусь к этим вот вещам, с мощнейшим вниманием. Смотрите, конечно, нет ничего удивительного в том, что можно людей сделать просто, такими управляемыми рабами на дистанционном приводе. Поэтому, как говорится, лучше свой чип говёный, но свой, чем если умный чип, но не твой, и ты тогда становишься там заложником и рабом. Америка залезла в очко к России. О чем это? Да очень просто. России грозит дефицит контактных линз. Два крупнейших поставщика линз начали уведомлять своих контрагентов о приостановке импорта. Представляете, линз больше не будет. Вот так Америка в очередной раз доказывает свою влиятельность, понимаете, и ковыряется в самых болезненных местах у россиян. Вот что интересно, в России производят линзы, да, это 10-15% рынка, но если присмотреться подробнее, да, то, как всегда, есть сюрпризы. Эти 10-15% рынка — это не что иное, как переупакованные изделия, понятно, линз из США и Британии. Вообще говоря, тут вдруг неожиданно выяснилось, что очень многие вещи, которые якобы производятся в России, они, оказывается, в России только переупаковываются.
Понятно, да? Вот поэтому, друзья мои, для предпринимателей в России сейчас огромное поле возможностей. Производить можно, ну, все. Поэтому набрасывайтесь на рынок, пилите его, дербаньте, только делайте больше продуктов, товаров, услуг и так далее. Тем временем Минпромторг, который должен был бы влиять на развитие промышленности, занялся тем, что обещал в течение 2 недель разрешить параллельный импорт линз в Россию, что неплохо. Однако, если бы Минпромторг занялся бы тем, чтобы в России больше производилось товаров, было бы все-таки более деловитый ответ. Я вас попрошу написать мне в комментарии, что еще в России не производят или что вы еще купить не можете, ну, то, что, к чему привыкли. Тем самым я буду указывать на еще вдруг вот неожиданно возникающие рыночные возможности для предпринимателей. И еще раз призываю вас, ребята, смелее беритесь и закрывайте эти рыночные ниши, потому что они открылись надолго. Российская авиакомпания уволила самого медленного пилота. Давайте разбираться, как это. В общем, в компании «Победа» уволили пилота, который летал медленнее. А почему он летал медленнее? Знаете почему? Потому что пилотам платят за летный час, проведенный в воздухе, понимаете? Так вот, оказывается, можно было бы пролететь дистанцию, которую этот пилот должен был бы пролететь быстрее. А тот пилот специально замедлялся, летел медленнее, ну, типа зигзагом, скорость снижал, да, и в результате авиакомпания должна была бы заплатить ему больше денег. Так вот, авиакомпания это все вычислила, и этого очень шустрого пилота уволили. И знаете, сколько этот пилот, летая медленнее, накопил? За 3 месяца он накопил себе целый час, целый летный час, за который авиакомпания должна была ему платить, а он этот час просто, можно сказать, ну, приписал. Компания посчитала, убытки от этого пилота составили аж 500 тысяч рублей. Кажется, это вот такая народная смекалка, да? Помедленнее лететь, чтобы накопить себе счетчик, ну, побольше и получить зарплату больше. Кажется, это вот такая сноровка, смекалка. Но ведь это примерно то же самое, если человек, работающий там на золотом руднике, будет брать слиточек золота. Ну, ведь он уже работает там, ну почему не взять? И так далее. Знаете, что охраняю, то и имею, и так далее. Мы ведем себя вот как потребители. Понимаешь? Вот из всего пытаемся вот выкружить что-то, но ведь это направленность нашего фокуса не на благоустройство, а на вот это вот взять, присвоить, ну, потребить. Хочется сказать большой респект компании «Победа», что ну, вы первые ловите такие случаи, боретесь с ними, да, и тем самым пропагандируете, ну, другие подходы. Поэтому, друзья мои, я с моего канала номер 1 про бизнес и деньги вам так скажу: денег будет сильно больше, если мы перестанем вести потребительскую жизнь. Глава ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, призвала весь мир готовиться к смертельной пандемии, страшнее, чем COVID-19. Вы напугались? В общем, по ее словам, все еще остается угроза появления нового патогена с более смертоносным потенциалом. Давайте разбираться. Дело в том, что после того, что произошло несколько лет назад, нам очень важно извлечь уроки из того, что случилось. Вы помните, как развивалась ситуация? Информация, пандемия, привлечение самых видных ученых, нобелевских лауреатов, чтобы убедить все национальные правительства, что надо глушить свои экономики, закрывать производство, всех людей закрывать в квартирах. Понимаете? Вы сидели тоже дома, так же, как и я, и все тоже почувствовали. А еще нам рекомендовали прививаться, и я тоже ходил, прививался, возможно, вы тоже. Вот. А теперь ВОЗ говорит, оказывается, прививаться это вредно. Вот. Поэтому как после этого прислушиваться к ВОЗ? Или глава ВОЗ, который призвал весь мир готовиться к очередной смертоносной пандемии? Немного статистики. В России, например, более половины всех нежелательных реакций на лекарства в 2022 году пришлось на вакцины COVID-19. Поэтому, друзья мои, знаете, мы сделали урок, и этот урок очень дорого нам стоил. Меньше слушайте аналитиков, меньше подключайтесь к вот этому мусору, который к вам идет из всяких вот этих вот источников, да. Благоустраивайте свою жизнь, благоустраивайте жизнь своей семьи, общины, города, страны, да. Смотрите только то, что истинно определяет вашу жизнь. И здесь на канале номер 1 про бизнес и деньги с деловыми русичами, да, мы как нигде
защищены и избавлены от злоупотреблений властью, манипуляцией и контролем, и те, кто со мной, будут под надежным щитом и надежным покровительством. ВК представила бета-версию мобильного приложения ВК Видео. Запуск приложения ожидается осенью. И вот гендиректор ВК Владимир Кириенко анонсировал планы запустить ВК-видео в качестве отдельного приложения. Мы здесь действительно двигаемся к модели, близкой к YouTube. В переводе с китайского на русский это означает, что, скорее всего, осенью YouTube наступит кирдык. Все, только по VPN будет не очень удобно. Поэтому, друзья мои, кто хочет не потеряться и остаться на связи с Игорем Рыбаковым, давайте так, заранее подпишитесь на ВК, Telegram, Яндекс.Дзен, все ссылки будут здесь под этим видео. Ну а со своей стороны я вам так скажу, мы все равно не потеряемся, мы на связи, мы в сердце друг друга. Вы в моем сердце, я в вашем сердце. И давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется.